The Russian command post of the brigade in occupied Vasylivka, Zaporizhzhia region was destroyed, and all the soldiers in the building were killed after being hit by 2 guided bombs. The Ukrainian pilot worked on the MiG-29. Russian media report that a supply warehouse of the Russian Internal Ministry is on fire in Russian Rostov. This information hasn't been confirmed. A Russian BMP and Brem recovery vehicle were both destroyed in the Lyman direction. Ukraine simply catches its men off the streets and takes them to the front, says the Russian propaganda. Meanwhile, in Moscow, the fascists conducted a massive raid on Novoyasenevsky market to collect more cannon fodder for the invasion of Ukraine. The 15th Operational National Guard Kara Dog Brigade made fireworks out of a Russian BMP-2. Russian Telegram channels are publishing a video of the second use of a 3-ton guided aerial bomb. It is not specified where the FAB 3000 was dropped this time. Again, the target was a building, but the bomb landed next to it. FAB 3000s are really brutal. The shed to the left seems to be like 100 meters from the impact and still had the blast wave and possibly shrapnel penetrate it. However, it seems the actual target, the building to the right, was missed by 10 to 15 meters. I suppose weight affects accuracy. Why do we have such a misunderstanding with the boss? Elite Russian soldiers are complaining to be paid only 40,000 instead of the 200 promised to take Kharkiv. At this price, it is not worth fighting. Little cowards take your guns and fight for your rights. Losers. Нам было обидно получать 200 тысяч рублей. Мы не хотим рисковать жизнью за 40 тысяч, мы не отказываемся работать, вы нас обеспечите, предоставьте нам все для работы. Вот. Это данное обращение отходит от всего коллектива, и мы ждем ответной реакции. Надеюсь, что разбирательство, почему у нас такое недопонятие изначально. И про офицерский состав вам тоже скажем. У нас его нету, потому что кто-то где-то вечно гуляет, вечно никого нету. Поэтому мы ждем разбирательства. Небольшое дополнение вот, по поводу недопониманий, недоразумений. Выясняется, 7 числа, 6 мая выезжали на боевые действия. Работали, все работали. По БРкам проходит где-то с 29 или с 27 мая, не буду уточнять. БРки, что пишут, что не пишутся, извините за выражение, то ли в туалет с ними сходят, то ли что. Все то же самое. Вчера надо было людей копать, мы поехали, копали, выполняли работу без всяких пререканий. Сегодня увидели расчетные листы, ни офицеров, никого с нами нет вообще постоянно. Как выезжать на боевые, никакой разведки, никакой подготовки. Объяснительные писали по поводу, когда сошли 2 машины, с моего расчета 534 машина. Написали всю правду как есть, не проканалось, их сожгли и взорвали. Сейчас нам голосовые отправляют офицеры, там, майоры, полковники или кто. Кричат, вы сами виноваты, что сгорели и сожгли машины, поэтому берете лопаты и идете копать. Повышенную тонну РПТ ничего это не решит и не разрешит. Просим, просто разберитесь по ситуации, дайте ответ. Добавить по обеспечению. То же самое, воды этой просишь.
по обеспечению. Вот эти машины, которые сгорели, за свои деньги были, железо, сетка, все куплено, которое сгорело за 15-10 минут. Все за свои деньги покупается, продукты, обеспечение ноль вообще. Только требуют, иди работай, предоставьте, обеспечьте. В контракте есть 195, я их не вижу. У меня 4 ребятишек и здесь за спиной, у ребят тоже и дети, и матеря, и жены. Разберитесь по ситуации. Обслуживать их. У нас нет ничего для этого. Нам джипы уже везут с самого подписания контракта. Их нет. Они выделены были, но их нет. Пулемет дали тогда, когда 4 машины уже сгорело. У нас вообще непонятно. Вообще непонятно. Бардак. Противодронное оружие тоже. Вот, только на днях его дали. Хотя должны были дать с первого выезда на боевую задачу. А потом они удивляются, начинают знать, что это мы сами виноваты в том, что у нас потеря орудия, потеря там личного состава. То есть... Голосовые предоставим, которые там... Сейчас приехали, сказали, ждите военную полицию, будут вас расстреливать. Сейчас Или в Зайцево отправить. Только этот майор не знает, что Зайцева давно нет, называется Рассыпной. Я со 2 мая там был, с границы переехал. Было задание. Была повреждена техника. И есть из личного состава 300-е, которые никак не могут получить справку 100. Их родственники также не получают никаких выплат по ранению парней. Просим разобраться в этом бардаке! Ideologists of Putin's Russia, such as Dugin, tell Russians and naive foreigners the fairy tale of a multipolar world that Russia is building while fighting the colonial West and recognizing the values and freedoms of all cultures and civilizations. This is a lie. In fact, Russia is a colonial empire, which right now is engaged in genocide and destruction of its former colony, Ukraine, and dreams of doing the same to many other cultures and states. Запад больше для нас никто, не указка. Глубина этого философского заключения представляет собой абсолютную философскую революцию. Запад не целая, а часть. Запад – это провинция человечества. Одна из провинций человечества наряду с другими. Только провинция. И мы, народы не Запада, народы, объединенные в БРИКС, мы строим свой мир на уважении этой полицентричной многополярной модели. Это значит, что у каждой цивилизации есть своя, а теперь внимательно, абсолютная, а не относительная истина. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.